Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас с вами видео будет про белку обыкновенную. Обыкновенная белка или векша– это грызун из семейства беличьих, единственный представитель рода белок в фауне России. Белка обыкновенная живет во всех лесах европейской части России, Сибири, Дальнего Востока и Камчатки. В разговорной речи и художественной литературе часто обозначается как «рыжая белка». Белка– это маленький зверек типично беличьего облика с вытянутым стройным телом и пушистым хвостом. Длина ее тела 19,5–28 сантиметров, хвост 13–19 сантиметров, что примерно 2/3 длины ее тела. Масса белки 250–340 грамм. Голова у нее округлая, с большими черными глазами, уши длинные, с кисточками, особенно кисточки выражены в зимний период. Задние конечности заметно длиннее передних, пальцы цепкие, с острыми когтями. По изменчивости окраски белка держит одно из первых мест среди животных. Ее окраска меняется сезонно. Летом в окраске преобладают рыжие, бурые или темно-бурые тона. Зимой серые и черные, иногда с коричневым оттенком. Брюшко светлое или белое. Белка линяет 2 раза в год, за исключением хвоста, который линяет 1 раз в год. Весенняя линька протекает главным образом в апреле-мае, а осенняя – с сентября по ноябрь. Весенняя линька идет с головы до корня хвоста, осенняя – в обратном порядке. Образ жизни преимущество древесный. Белка– живой подвижный зверек. Она легко совершает прыжки с дерева на дерево длиной 3–4 метра по прямой и 10–15 метров по нисходящей кривой, подруливая и помогая себе хвостом. В бесснежный период, а также во время гона, значительное время проводит на земле, где перемещается скачками длиной до 1 метра. В зимний период перемещается в основном верхами. При опасности скрывается на деревьях, обычно затаивается в кроне. Белка ведет дневной образ жизни, активно в утренние и вечерние часы. От 60 до 80% этого времени проводит в поисках пищи. В разгар зимы покидает гнездо только на время кормежки, а в сильные морозы и непогоду может подолгу отсиживаться в гнезде, впадая в полудремное состояние. Однако в полноценную зимнюю спячку, в отличие от сусликов, сурков или бурундуков, никогда не впадает. У каждой особи есть свой территориальный участок. Его размер у самцов достигает 2 гектара. В период гона у самцов он повышается до 3–4 гектаров, а у самок только 1 гектар. Несмотря на природную осторожность, белки довольно часто селятся в населенных пунктах, выбирая в качестве места обитания парки и скверы. При этом белки довольно быстро привыкают к соседству с людьми, особенно в тех местах, где люди целенаправленно их подкармливают. Например, развешивают кормушки или оставляют съедобные для белок припасы. Некоторые белки, привыкшие часто видеть людей, перестают их бояться и могут даже приблизиться настолько близко, чтобы покормиться и полакомиться с рук людей. Убежище обыкновенная белка устраивает только на деревьях. В лиственных лесах обычно живет в дуплах, настаскивая туда мягкую подстилку из травы, древесных лишайников, сухих листьев. Хвойных строят шарообразные гнезда из сухих веток, которые изнутри выстилает мхом, листьями, травой и шерстью. Диаметр гнезда 25–30 сантиметров. Самцы обычно гнезда не строят, а занимают пустующие гнезда самок или дроздов, сорок, ворон. Как правило, у каждого зверька несколько гнезд, может быть даже до 15, и каждые 2–3 дня белка меняет убежище. Детеныши самка переносит в зубах. Зимой в одном гнезде могут зимовать от 3 до 6 белок, хотя обычно это одиночные зверьки. Белка– типичный обитатель лесов.
Поскольку основу ее питания составляют семена древесных пород, она предпочитает смешанно хвойно-широколистные леса, которые обычно обеспечивают ее наилучшими кормовыми условиями. Рацион белки обычно разнообразен и включает более 130 наименований кормов, среди которых основную массу составляют семена хвойных деревьев, таких как ели, сосны, сибирский кедр, пихта и лиственница. Большую часть года белки питаются семенами шишек. Кроме того, белка потребляет и грибы, особенно она любит оленей трюфель. А также она ест почки и побеги деревьев, ягоды, клубники, а также лишайник и травянистые растения. В период размножения белка не брезгует и животными кормами, а также насекомыми, их личинками, может съесть даже маленьких птенцов или мелкими позвоночными полакомиться. После зимовки, когда белка особенно голодная, она может грызть кости погибших животных. Дневное количество пищи зависит от сезона. Весной, во время гона, белка съедает до 80 грамм в день, а зимой может съесть всего 35 грамм. На зиму белка делает небольшие запасы желудей, орехов, шишек, натаскивая их в дупло и загрывая среди корней, а также сушит шляпочные грибы, развешивая их на ветках. Правда, в своих складах она быстро забывает и находит их зимой случайно, чем пользуются другие животные. Птицы, мелкие грызуны, даже кабан и бурый медведь не брезгуют полакомиться запасами белки. Некоторые из беличьих запасов весной прорастают, что способствует процессу лесообразования. Вместе с тем белка сама любит пользоваться чужими запасами других животных, которые легко отыскивает даже под полуметровым слоем снега. Белка весьма плодовита. На большей части ареала приносит 1-2 помета. Сезон размножения, в зависимости от широты местности, кормовых условий и плотности популяции, начинается в конце января, начале марта и заканчивается в июле-августе. Во время гона возле самки держатся 3-6 самцов, которые демонстрируют агрессию по отношению к конкурентам, громко урчат, бьют лапами по веткам, бегают друг за другом. После спаривания с победителем самка строит выводковое гнездо, иногда даже 2 или 3. Оно аккуратное и больших размеров. Беременность белки длится 35-38 дней, а в помете от 3 до 10 детенышей, чаще всего 4-6. Во втором помете их количество еще меньше. Новорожденные бельчата голые и слепые, массой около 8 грамм. Волосяной покров у них появляется на 14 сутки, прозревая только на 30-32 день. С этого момента начинают уже выходить из гнезда. Молоком выкармливаются до 40-50 дней, в возрасте 8-10 недель, это примерно около 2 месяцев, покидают мать и расселяются по окрестностям. Первые расселяются наиболее активные самцы. За сутки в поисках нового жилья могут пройти до 5 километров, а за весь период расселения до 500 километров. В неволе белки доживают до 10-12 лет. Однако в природе белка старше 4 лет уже является старой. Доля таких зверьков при самых благоприятных условиях не превышает 10%. В районах с интенсивным беличьим промыслом популяция полностью обновляется за 3-4 года. Особенно высока смертность молодняка, что составляет примерно 75-85% бельчат, не переживают свою первую зиму. Врагами белки являются совообразные, ястреб, лесная куница. Эти птицы находятся в европейской части России, соболь в азиатской и харза на Дальнем Востоке. На земле их ловят лисы и кошки. Однако существенного влияния на состояние популяции хищники не оказывают. Гораздо сильнее на численность белок воздействуют бескормица и эпизоотии. Эпизоотии обычно возникают в конце осени и наиболее развиваются весной. Белки гибнут от кокцидоза, толеремии, геморрагической септиции. У них обычно глисты, клещи и блохи. Поскольку белка прекрасно уживается с людьми, то они могут разводиться в качестве домашних питомцев. В целом, условия содержания белок в домашних условиях примерно такие, как и у бурундуков. Белки содержатся в больших просторных клетках. При содержании в тесных клетках белки не живут долго и часто болеют.
Поддон должен быть выдвижной. Домик, оборудованный поилкой с чистой водой и несколькими деревянными жердочками с большой толщиной, либо же развесистыми суками, по которым животное будет лазить. Высота клетки должна составлять примерно 70 сантиметров, а площадь примерно 50 квадратных сантиметров. При возможности белок можно содержать и в просторных вольерах. В домашних условиях белок кормят зерном, зеленью, орехами, фруктами. К рациону добавляют шишки, еловые, сосновые, по возможности и кедровые, из которых белки сами извлекают семена. А иногда в качестве добавки им можно дать сушеные грибы, ломтики яблока и моркови, а также белый хлеб или сухари. При переизбытке пищи, как и в природе, белка делает запасы. Также от переедания белки начинают страдать лишним весом, что также приводит к негативным последствиям. В присутствии белки нельзя делать резких движений и издавать громких звуков, так как это все пугает животное. Белку ни в коем случае нельзя ловить за хвост, так как шкурка на хвосте непрочная и легко сдергивается. Спасибо большое, что это время провели со мной. Если вам понравился мой ролик, я буду благодарна и лайку, и комментариям. Напишите, пожалуйста, кормили ли вы белок с рук, много ли белок живет в вашем регионе и нравятся ли они вам. Всем пока!